Итак, гадание для весов на май 2022 года. В мае, дорогие весы, нас ждет своеобразный или противоречивый астрологический фон. Это первое, о чем нужно помнить, что нужно знать. С 10 мая наш любимый Меркурий, планета, которая выбирает практически за нас каждый день. Она выбирает, чего мы хотим, как мы оденемся, что мы купим на ужин, с кем подружимся, а с кем рассоримся, сколько заработаем, какую выберем работу или вообще выберем не работать, почему бы и нет. Это все Меркурий, это все меркурианские дела. Так вот, этот самый всесильный Меркурий с 10 мая, да, в очередной раз станет ретроградным и заставит всех оглянуться назад и очень сильно будет мешать разным новым делам. Ну, вы прекрасно это знаете, тема эта очень популярная. Может быть, вы уже проследили, отследили для себя, чем конкретно вам отыгрывается ретроградный Меркурий вот трижды в год, который к нам приходит. Ну вот с 10 мая снова такая какая-то похожая, подобная история. В целом считается, что под ретро-меркурием неблагоприятны покупки, особенно крупные, ну, особенно потому что жальче денег напрасно потраченных. Вот, и новые дела, открывать новый бизнес, например. Или, по поводу романтических отношений не скажу, там все сложнее намного. Вот, а до 16 мая при этом мы находимся с вами под воздействием двух затмений. Солнечного затмения, которое 30 апреля произошло, и лунного, который будет 16 мая. Вот этот промежуток между ними, его привычно называют коридором затмений, не знаю, насколько это оправдано, правда. Вот. Этот промежуток тоже может быть достаточно напряженным, потому что в это время происходит перезагрузка Вселенной, и очень многое, соответственно, чтобы, знаете, компьютер перезагрузился, он уже должен погаснуть сначала, да, мы должны увидеть черный экран, только потом он загорится, может быть, лучше будет работать, но без остановки какой-то не получится. Поэтому, да, это время, когда многое останавливается, не получается, прекращается, уходит от нас навсегда, причем уходит, понимаете, вот эта фатальность затмений, она ведь в этом, в том, что безвозвратные вещи, невозвратные, невосполнимые потери происходят. Такие, от которых только ты можешь, которые ты можешь только, ну, знаете, отрицать или принимать. Вот так вот. Ну, попробуем справиться со звездами, которые нам явно испытания готовят в мае. А у меня для весов вот такие вот карты. Это известная уже вам колода Таро Кроули. Гигантские карты. Посмотрите, какие большие. Ну, большие карты нужны именно для того, чтобы вы хорошо рассматривали картинки, иллюстрации. Потому что здесь все не просто так. Здесь символизм, символы. На каждой карте изображено достаточно, чтобы понять и прикладной смысл ее, и значение карты на глубоком каком-то уровне, психологическом или трансцендентном. Итак, 3 карты на работу. Что ждет весов на работе, любимой или не очень? Подумайте о своем. 1, 2, 3. Ну, как хотите. Вам достаются здесь рыцарь мечей, воинственный, конфликтный. 3 мечей, печальная. И карта звезда, мечтательная. Появление рыцаря мечей говорит, что на работе, ну, просто возможны конфликты. Не просто ссоры, а конфликты по поводу с дележкой. То есть есть что делить. Там. Это распределение прибыли, распределение премий, распределение каких-то жирных, выгодных командировок или проектов. То есть вам придется либо увидеть
у кого-то из коллег или у начальства такую оборотную, неприглядную сторону, кто-то будет плохо себя вести. Либо, что я считаю значительно хуже, вам придется себя плохо вести. Рыцарь мечей советует за свои границы или за свои блага, за свои права или за свои обязанности побороться, повоевать. То есть эта карта обычно описывает, знаете, неизбежный конфликт. Потому что конфликтных карт втором много, но они могут что-то советовать, могут что-то предлагать. Рыцарь мечей предлагает только признать конфликт неизбежным и идти напролом. Весам это очень сложно, потому что весы в большинстве своем люди очень тактичные, культурные, и вы до последнего избегаете конфликта. Но здесь, возможно, и будет что терять. То есть без конфликта вы чего-то лишитесь большого. Тройка мечей как будто бы этому рыцарю подпевает. Она говорит о том, что ссоры и споры или поводы для дележки в бизнесе будут привычные. Это то, о чем вы печалились уже вместе, прежде. И, ну и вместе тоже, да, потому что конфликт это всегда предполагает не одну сторону. Вот. И здесь мы опять вспомним, наверное, ретроградный Меркурий, который всегда разворачивает все назад и заставляет вспомнить, что прежде вы не договорили или не доделали, или наоборот переделали, или сказали лишнего. То есть скорее карта описывает весам возвращение конфликта, которого прежде удавалось избежать. Прежде вы делали вид, что этого нет. Ну, надеялись, как все мы, на то, что повод для ссоры рассосется, кто-то одумается, судьба избавит, в общем. А здесь нет, такой уже бой, атака штыковая, и деваться некуда. Ну, в общем, конфликт, но вы можете предположить уже из-за чего. То есть ничего нового. Очень важно, что это какая-то пройденная тема, известная. Карта звезда – это старший аркан при всем ее, в общем, положительном значении. Вот в таком соседстве приобретает, ну, такой, не знаю, сомнительный оттенок. Она говорит, что исход этого поединка, исход этой вашей борьбы не ясен, но надо предполагать, надо понимать, что это мечи, это масть воздуха. Воздух – это интеллект, это мысль, это знание. Поэтому это может быть, ну, для людей, конечно, просвещенных, высоких, для людей с тонкой душевной организацией. Это может быть некая интеллектуальная дуэль, дуэль знаний. Вот это, конечно, намного проще и мягче, хотя это не всегда, да, мягко, но здесь спор на уровне кто умнее. Если вы научный сотрудник, например, или вам предстоит с каким-то оппонентом там, обсуждать научные труды свои, то вот этот конфликт как раз мы видим. Вот. Ну а вообще для всех звезда говорит, что исход борьбы не ясен, и укрыться от конфликта нельзя, но и очевидной выгоды, очевидного вот этого плода, за что вы боролись, тоже в руках пока не почувствуете. Это как будто бы борьба за, ну, некое отдаленное будущее, за некие пространные, такие абстрактные преференции, которые могут быть, могут не быть. Это вот основное значение, которое мы здесь увидели. А в целом же, конечно, появление карты звезда очень даже неплохо на работу, потому что звезда здесь это мечта. Это значит, что вы близки к мечте, или у вас родится мечта о какой-то работе, или вам легко прикоснуться, ну, где-то она достаточно близко от вас оказывается, ваша мечта с профессией связанной или с бизнесом. То есть карта в целом описывает воодушевление, энтузиазм, да и другие тоже карты. Хоть и описывает конфликт, борьбу, но смысл-то в чем? Ведь есть за что бороться, да? То есть нет места пассивности, и вы знаете, что вот
тот редкий случай, когда весы смогут себе позволить поссориться, сдержанно с кем-то. Если вы рассчитываете в мае найти новую работу, то, знаете, карты здесь могут вас разделить, могут свою аудиторию разделить на несколько групп. Если работа строго умственная, прям такая интеллектуальная, не знаю, преподавательская деятельность в университете или изобретательская деятельность, какая-то инженерная работа, то для вас прогноз может быть очень даже неплохой, потому что обилие мечей – это как раз неожиданности, прозрение, решения, может быть, авантюрные, но умные, знаете, такие пронзительные какие-то. А для всех остальных, ну, для обычных людей, наверное, карты хорошую, такую, ну, денежную, спокойную, новую работу все-таки не обещают. Скорее, это пока нервы на эту тему, мечтания. Ну так. То есть можно сказать, что в профессии, в работе месяц этот эмоциональный и малопродуктивный. А сколько вы заработаете? Самый главный вопрос, да? Сколько вы заработаете, какие деньги эта вся история вам принесет? Потому что можно понервничать, когда есть за что, за хороший гонорар. Про деньги. Раз, два, три. Про деньги весам расскажут пятерка кубков депрессивная, двойка жезлов задумчивая, и рыцарь кубков, король кубков нежный. Нежный. Карта не денежная, сразу вам скажу. Пятерка кубков рассказывает про эмоции. Она говорит, что на тему денег вы во многом разочаруетесь ненадолго, но карта не обещает неприятности, но говорит, что будут разочарования систематические, несколько, или может быть одно, но такое покрупнее. Недостаточность, может быть, доходов каких-то, премию вам выплатят меньше, чем вы ждете, зарплату не поднимут, ну я уж не думаю, что прям урежут. Вот. И то есть карта описывает определенный дискомфорт, который вы вот со своими финансами переживаете, но эта же карта говорит, что слезы напрасные, все само пройдет, все очень быстро забудется. То есть это эмоции ради эмоций. Вот. Так судьба проверяет вас на чувствительность. Не разучились ли вы еще о деньгах переживать? Двойка жезлов. Здесь вот как она подписана в этой колоде? Доминирование. Да? Двойка жезлов, ну, скажем так, умеренно хороша для денег. Она говорит, что в целом, вот если масштабно смотреть, свои денежные интересы вы сохраните, но именно осознанными какими-то усилиями. Вот как на практике могут эти две карты проиграться? Вот, например, если вы заключаете какую-то крупную сделку, рассчитываете, естественно, большие деньги, ну, продаете что-то, допустим, дом продаете. Почему-то сейчас очень многие все продают. Вот, продаете дом, и сердце замирало, потому что вы ждали большие деньги, какие-то большие. Но пятерка кубков говорит, что предложенная цена вас разочаровывает. Однако рядом двойка жезлов. Она тут же успокаивает, потому что все-таки вот вы возьмете свое. Если чуть-чуть выставите жестче свои границы, чуть-чуть больше настоите на своем, по сути, эта карта и советует настаивать на своем, защищать свои интересы. Ну, здесь нет активной защиты, как вот в первом случае, когда мы про работу говорили. Надо просто стоять. Наступать не надо, но и отступать не надо. Вот так вот скажем. Вот. А король кубков здесь это мужская персона, мужской персонаж, мужчина, который к вам хорошо относится, который к вам расположен. По-крупному, скорее всего, не поможет, но что-то пообещает или смягчит вот эти вот ваши эмоциональные трудности, связанные с деньгами. Верить ему или нет, это всегда, опять же, спорный вопрос, но все равно
обращайте внимание вот на какого-то человека, на какого-то мужчину, который, ну, как минимум, посоветовать что-то может, поддержать, послужить ориентиром. Он не слишком надежный, это не покровитель, не спонсор, это не каменная стена какая-то, но, по крайней мере, может поддержать, поднять настроение, да. Это меньше из всего, что можно, конечно, ожидать на тему денег. Это неплохие карты. В целом финансовая ситуация не поменяется. У вас нет каких-то неожиданных денежных потерь, нет людей, которые по-плохому вмешиваются в ваш кошелек, обманывают, например. Прибыли могут быть достаточно умеренные, но если нужен спаситель, то вот обратите внимание на водного мужчину. Но если придираться к масти, то это король кубков, а это значит мужчина водный, принадлежащий к водной стихии, то есть рак, скорпион или рыбы. И теперь любовь. Излишне вам напоминать, наверное, друзья, что май – это самый романтический месяц. Вот я сижу перед, как это называется, французское окно, которое вот во всю стену от пола до потолка. И передо мной потрясающий вид. Вот все цветет, розовые кусты, яблони, липа или что-то такое еще. Поэтому в мае надо пользоваться тем, что вы молоды, тем, что вы привлекательны, и обязательно устраивать свою личную жизнь. Ну, конечно, если вы еще не успели этого сделать. Про личную жизнь, про любовь вам расскажут следующие карты. Раз, два, три. Тоже мечи, видите, за вас вот эта масть взялась, но, может быть, это и не так плохо, потому что это ваша масть, масть воздуха. То есть получается, что вы как будто бы, ну, в своей стихии, что ли, находитесь. Назовем его так: паж мечей, чтобы было понятно, чтобы привычнее все звучало. А паж мечей, карта, в общем-то, фигурная, придворная, обозначает появление рядом где-то нового человека. Ну, это в целом новости, но новости сами не ходят. А, естественно, это их приносят люди. Новый человек. Пажи – это молодые люди, достаточно беспокойные. Паж мечей беспокойный вдвойне, потому что он капризен, потому что он привлекает много внимания. И для одиноких девушек весов, конечно же, эта карта описывает нового жениха, вот такого молодого, очень умного, яркого именно умом своим, поведением запоминается. Новые знакомства очень-очень даже вероятно. Рядом десятка мечей. Десятка мечей, ее называют кризис, разрушение. Но скорее она обещает что-то не такое драматическое. Она обещает перемены. То есть мы видим здесь новую личность, нового человека, который врывается в вашу жизнь, чтобы, в принципе, полностью, кардинально ее поменять. Но без нервов, без переживаний сильных, роковых, конечно же, не обойдется. Это не ссоры, не конфликты, но это нечто поражающее. Это то, что разделяет вашу жизнь на до и после. Я вообще считаю, что настоящая любовь только так и должна к человеку приходить, с максимальной драматургией, с какими-то сценариями такими, которые можно будет в книжку поместить потом. Потому что в противном случае, зачем это надо, я вообще не понимаю. Чтобы вместе в гастроном ходить и в телевизор смотреть, то не стоит ради этого размениваться, да? Вот, поэтому давайте увидим здесь для одиноких весов вот именно появление нового человека. Болезненное, да, но пусть оно таким будет. Но если ваш новый избранник, новый жених, вот такой молодой душой,
капризный, незрелый даже, нервный, эгоистичный, требующий внимания, то кто-то в вашей паре должен занять другую позицию. Кто-то должен быть взрослее, мудрее, разумнее, ну и как бы щедрее душой. И этот человек нашелся. Это вы. Посмотрите, карта жрица здесь есть. Это собирательный образ такой очень-очень мудрой женской энергии. И она вам обещает любовь. Но не многие карты в колоде обещают любовь, вашу любовь. Это наполненность вашего сердца, вашей головы. Но вот именно карта жрицы описывает любовь какую-то неземную. Знаете, неземную. Первое, что напрашивается, платоническая любовь. Что такое неземная любовь? Это есть приземленная, а есть неземная любовь, платоническая. Поэтому вот именно есть возможность испытывать очень сильные, оправданные и платонические чувства к кому-то. Пока платонические, должно пройти время, чтобы ваш интерес созрел. Вот. И это многообещающая карта, очень. Я думаю, особенно для тех, у кого пустое сердце. Скучно, и мне кажется, вообще невыносимо жить именно с пустым сердцем. А здесь сердце явно наполняется. На практике вот этот сценарий может выглядеть так. Вы очень осознанно, не могу подобрать здесь как бы подходящие слова, то есть благородно, что ли, влюбляетесь в молодого человека. И влюбляетесь так сильно, что у вас вот, что называется, свет клином сходится. Понимаете? То есть с таким каким-то надрывом все включает в себя. Чье это стихотворение? Это, по-моему, Цветаевой, что ли, стихотворение? Не могу путать. «Я любовь узнаю по боли». И вот видите, здесь любовь и боль приходят к вам. Вот так. Но я здесь описала сценарий для нового знакомства. На самом деле в текущих отношениях ваших длящихся все может быть точно так же. То есть это будет история, это будет этап в ваших отношениях с партнером, с женихом, с мужем даже. Такой этап, когда вам придется проявлять максимально любовь, щедрость души, понимание. Вот, подходящее слово нашла. Жрица – это очень понимающая женщина. То есть вокруг нее можно прыгать с любой истерикой и с любыми манипуляциями. Она с места не тронется и все равно будет на каком-то таком воображаемом пьедестале и с нимбом. То есть в любых отношениях, новых или длящихся, вам придется проявлять мудрость, понимание, ну и любовь в самом высшем смысле, в самом высшем исполнении. То есть это набор советов такой, набор советов для вас. Поэтому кто-то ведет себя, ну не то чтобы плохо, но альтернативно. Вот. А вам ничего не остается, как ждать, пока придет гроза, соглашаться, спасать, возможно, лечить, возможно, потому что жрица – это еще великий лекарь такой. Вот. А карта обещает и ожидание тоже. Может сложиться внезапная и очень болезненная, весьма разрушительная для отношений разлука. И на вас ответственность за отношения, потому что вы должны думать, ждать, спокойно, ну, как бы оправдывать или объяснять. Вот не только поведение вашего избранника, но и поведение высших сил, выбор высших сил. То есть почему? Почему разлука случилась, например. Ну вот набор советов, набор предсказаний, все состоялось. Мне кажется, это интересно. Это намного интереснее каких-то банальных, ну, просто свиданий, признаний, обещаний, расставаний. Это большие переживания из-за любви, но и большой опыт, возможность вырасти душой, отточить душу через эту историю.
Разве это плохо? Конечно, это хорошо. И теперь домашние дела. Что вас ждет с родственниками им по месту жительства? Так, про весов тоже. Раз, два, три. Аж три старших аркана. Но вы знаете, вот видите, опять все-таки крупная женская карта. Императрица здесь появляется. Поэтому женщины-весы, вот приготовьтесь. В мае вам придется быть женщинами с большой буквы. Все свое, всю вот эту статичную, женскую, такую мудрую какую-то энергию придется проявлять везде, повсюду. То есть Вселенная, время ждут от вас сейчас не там умных, срочных поступков, не деловых решений, а вот именно мудрости, щедрости и умение брать на себя ответственность за все, что происходит вокруг. По крайней мере, думаю, в семье это так. И про дом и семью весам расскажут карты. Маг, волшебная, маг, магия. Карта императрица, самая женская и самая щедрая. И карта отшельник. Это, конечно же, опять же, про философию, про путь и про дорогу. Три старших аркана говорят, что самой важной темой мая для вас будут именно домашние дела. Это взаимоотношения с родственниками, старшими, младшими, с детьми, родителями. Это взаимоотношения в целом с домом. Это могут быть, но я не скажу, что это хлопоты о недвижимости или за место жительства. Нет, потому что слишком крупные карты, чтобы мы слово хлопоты говорили. Маг. Во-первых, маг наделяет вас волшебной силой, как будто бы вручает в руки весам некую волшебную силу, палочку, вектор такой. И карта маг говорит, что вы очень много сможете прямо вот сделать, переделать, выбрать, наколдовать в это время. И это касается всего. Это организация каких-то жизненных семейных процессов, это организация переезда или строительства, выбор дома, выбор какой-то стратегии семейной. То есть много очень сил у вас будет. И не пропустите этот шанс, потому что это не так часто дается, такие возможности не так часто даются. Если вы хотите дома и в своей семье, в жилище, что-то преобразовать, то май специально для этого. Но карта императрицы еще и про деньги. Она говорит про состоятельность семейного бюджета и о том, что крупные какие-то перемещения, крупные какие-то события именно вот в семейных деньгах будут. Это опять же что-то продать или что-то купить, распорядиться, кому-то отписать имущество, возвести дом, разрушить дом. Очень многие могут разбогатеть в это время. Причем это разбогатеть не за счет работы. То есть мы здесь про ваши рабочие премии и прибыли в бизнесе не спрашиваем. Это возможность разбогатеть за счет, вот каких-то родственных историй. Да? Это и, может, квартиру вам подарят родители, например, там, или что-то такое. То есть у вас меняется статус и женский, и материальный. И карта отшельник здесь, она так про много говорит, но в целом обозначает она некий путь и, конечно же, перемены. Путь подготовленный, который вы успели для себя выбрать и который успели обдумать. Это смена дома, может быть, переезд. Кстати, переезд, если бывает по отшельнику, то очень дальний. Прям дальний такой. Это не на соседнюю улицу переехать. Это может быть на другой континент даже, как минимум в какую-то другую страну. Просто смена семьи, может быть, почему бы нет. Да? Мы не только дома меняем, семьи люди меняют. Некоторые много раз успевают за жизнь это сделать. Вот. Поэтому целая череда вот таких крупных жилищно-семейных преобразований. И самое главное, что все в ваших руках. То есть здесь никакой
Это очень осмысленная карта, вот этот набор. То есть здесь никакой спонтанности, никакого рока нет. Это может быть отчасти плохо, потому что не на кого списать, да? Если сделаете неправильно, ошибетесь, потом будете, естественно, сомневаться в своем выборе, переживать. И нельзя будет развести руками и сказать, ну, так вот судьба захотела. Потому что это только ваш выбор. Поменяете ли вы, продадите квартиру, разведетесь ли вы с мужем или наоборот замуж выйдете, потому что здесь есть карта про брак. Это будет поступок, который вот полностью на ваших плечах лежит и не на чьих других. Кстати, про брак. Отшельник вместе с императрицей говорят, да, что девушка одна не останется и замуж выйдет в скором времени. Смена женского статуса. Брак, выйти замуж. Просто банально выйти замуж. Почему бы нет? А может обозначать и новость о рождении ребенка. Отшельник это во всех случаях начало пути. Беременность это ведь тоже начало пути, пусть не такого продолжительного, всего лишь 9 месяцев, но жизнь-то эта дорога кардинально меняет. Кто плавал, тот знает. И вот такой вот неоднозначный, может быть, прогноз. Карты дают весам. Месяц раздумий, я бы так сказала, что это для вас. Месяц раздумий и месяц очень-очень большой личной силы. Когда вы можете, вот прям можете какую-то силу волшебную, знаете, ощущаете в руках. И надо ее использовать, конечно, в самом конструктивном ключе. И я хочу для весов еще вытащить одну карту из колоды Ленорман. Общая тенденция, общее настроение мая пусть будет. Угу. Карта птицы вам выпадает. Птицы. Новости. Она обозначает новости. Как правило, хорошие новости и появление новых людей. Новости о дорогах, новости о семье, новости о деньгах, возможно, в вашем случае, возможно, это новости о работе. Карта птицы советует внимательно относиться к новой информации, к новым людям. А вообще, знаете, эта карта обозначает появление в вашей жизни какого-то нового объекта для нянчения, для пестования, понимаете, да? То есть это может быть, она не всегда обещает вот прям напрямую появление ребенка, там, любого уровня, любого возраста, но все равно карта птицы обещает некое поприще, на котором нужно будет новое поприще, на котором нужно будет очень сознательно, очень ответственно трудиться. То есть карта обещает вам прямо вот буквально новую роль, прежде которой у вас не было. Вам нужно будет войти в образ. Это новая зона ответственности, но она может быть и появляться и на работе, естественно, да, новая зона ответственности, это новый проект или новый отдел вам в подчинении дают, или там новые клиентов каких-то вам отписывают. Вот. Это может быть, естественно, и личные отношения, потому что вдруг оказывается, что все полагаются на вас, и все зависит от вас. Но особенно эта карта применима, конечно, к вашим семейным делам. Здесь вообще очень прямая связь прослеживается. Вы становитесь главной дома. На время, а может быть и навсегда. Но вы становитесь главной, а все остальные вокруг вас – это такие птички. Птички, о которых вы должны кормить, заботиться об их безопасности. Вот в таком новом качестве видит вас этот май. И я, конечно, вот так вот заочно и с удовольствием желаю всем весам
Счастливого месяца, здоровья, денег побольше. Увидимся.